Если он замолчал, то у этого всегда есть скрытая причина. Сегодня мы заглянем в его подсознание и узнаем, что он боится сказать вслух. Это видео ты нашла совсем не просто так, поскольку если он молчит, то прямо сейчас у тебя есть возможность открыть тайную, теневую сторону его молчания. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы рассматриваем скрытые тайные аспекты молчания вашего партнера, вашего мужчины, вашей женщины. Настраивайтесь на себя, на своего партнера, на свою интуицию, на свою ситуацию, и мы посмотрим, что заставляет молчать и что таится за молчанием вашего партнера. Итак, давайте посмотрим, что за энергия вашего партнера, энергия вашей ситуации, в ваших отношениях, какие энергетики преобладают. Да? Как минимум, вы были друзьями, да? Нельзя сказать, что то, что было между вами, это откровенная вражда. Так нельзя сказать. И, друзьями вы точно были. То есть, это точно была дружба. Но сейчас вам так не кажется, возможно, что это была дружба. Может быть, вам сейчас кажется, что это было больше, чем дружба. А может быть, вам и не кажется, что это дружба. Тут нужно понимать, что сейчас между вами, происходит энергетика иллюзии. Скорее всего, вы не понимаете, что это за отношения и как их можно называть. Да? Может быть, вам кажется, что вам кажется. Слышите, вот в это попадаете вы или нет. И третье. И сейчас у вас очень насыщенный момент какой-то событиями, да. И он, если он еще не произошел, да, то должно что-то произойти, да, или это уже произошло, да, или вот-вот произойдет. То есть, какие энергии? Энергичные энергии, да, какое-то потрясение. То есть, вообще это шок, можно назвать шоком, да, то есть, что между вами шок. И вы из-за этого шока пребываете в неком таком трансе, да, иллюзорном, где если еще вам вчера оказалось, что вы друзья, то сегодня, возможно, вы засомневались в своих дружеских отношениях или в близких отношениях. Или вы были друзьями, и из-за этого шока вы стали врагами, и вы не понимаете, что происходит. Смотрите, центральная карта у вас иллюзия. Какая энергия? Энергия непонимания, энергия отсутствия некой почвы под ногами. При этом сильные потоки энергии, которые бьют по вам обоим, и это шокирует. Давайте я так скажу, это шок, из-за которого вы пребываете в иллюзии, как минимум, и не понимаете, кто вы сейчас друг другу, вы друзья или враги, и как можно вообще назвать ваши отношения, и куда они ведут. Вот в таком состоянии, в таких энергиях вы пребываете оба. И если вы чувствуете сейчас резонанс, значит, смотрите внимательно до конца. Вам сегодня откроется очень много ценных советов, подсказок и инсайтов. Хорошо, давайте посмотрим теневые аспекты вашей дружбы в прошлом, как минимум. Вашей прошлой дружбы, да? Теневые аспекты того, что вам сейчас кажется, и теневые аспекты той энергии, или того шока, или того удара по вам обоим, которые вы не замечаете. Для этого мы используем специальный оракул теневых аспектов. Давайте посмотрим. Итак, тень дружбы, тень ситуации, в которой вы не можете разобраться, и теневые энергии между вами.
Ну, смотрите, тень дружбы, между вами темная луна. То есть вы в своей дружбе до конца так и не разобрались. Как минимум в отношения, в прошлую дружбу, да, или в прошлые отношения вы входили либо в пребывании той же самой иллюзии, вам казалось, ну, либо вы все-таки до конца, опять-таки, так и не разобрались ни в себе, в своих чувствах, ни в своем партнере. То есть, как бы прошлая дружба – это отношения, которые выстраивались вслепую, да, як кажуть, українською наосліп, да, або на помацький. Поэтому ваша прошлая дружба до конца не изучена и требует изучения дополнительного. Энергии вашей иллюзии сейчас, на чем они основаны? Энергии вашей иллюзии сейчас основаны на родовых вопросах, на родовых проблемах, на родовых ранах, на родовых программах. Это касается обоих вас, и у кого это больше выражено, у вас или у вашего партнера, это уже отдельный вопрос, поскольку закон притяжения работает. То есть подобное притягивается к подобному, и эти родовые раны, они могут быть как у вашего партнера, так и у вас лично. У нас сегодня не стоит задача разобраться, у кого именно эти родовые раны. Мы смотрим просто энергию иллюзий. Почему вы попадаете в эту энергетику иллюзий? Потому что ваши родовые раны или родовые раны вашего партнера создают такое поле энергетическое. Ну и молния – это энергия, да, которая бьет по вам, как говорится, изо всех сил. Да. Давайте посмотрим ее. Вам это было предсказано. То есть, как бы энергия, которая бьет по вам изо всех сил, вы о ней или знаете, или уже слышали, или интуитивно чувствуете. То есть вы вошли в эти отношения подсознательно, по луне предчувствуя, что что-то пойдет не так, что что-то либо разрушится, да, либо разломается. То есть вы подружились с человеком, встретили партнера, да, и подсознательно думаете, блин, все так классно, но что аж страшно, да, что это может закончиться. И вот оно начало происходить. То есть, по сути, есть некое предвидение или предсказание. Ну, а может быть, вы ходили к оракулу некому, там, гадалке, да, мужчина или женщина, здесь без разницы, да. И кто-то вам предсказал это, что так будет происходить. Поэтому сама энергия удара, она берется, или ее, да, теневая сторона, из-за того, что это либо было предчувствие ваше, и оно может срабатывать из-за родовой программы, да, либо это уже как программа, которая была получена информацией от предсказателя, оракула, таролога, гадалки и так далее. Хорошо. Давайте посмотрим еще более глубокие причины, почему молчит ваш партнер. Именно ваш партнер, не вы лично, а он. Ну, мужчины смотрят на женщину, женщины смотрят на мужчину. Да? Так. 3 главных причины, по которым может молчать ваш человек. Ну, смотрите, самая первая главная причина, он боится вам давать какие-то обещания. Почему? Потому что он может быть не уверен в себе и, может быть, пообещал кому-то еще что-то, да, и понимает, что у него не закрыты предыдущие сделки, да, а тут еще какая-то сделка, да, новая сделка. То есть у него есть обещания и незакрытые гештальты, да, вот так можно сказать. Вторая причина молчания. Ну, вторая причина молчания, она банальна, вы, скорее всего, просто поссорились. Это одна из причин, и она может быть центральная.
То есть главной причиной его молчания есть ссора. Ну и причиной ссоры, то есть он мог обидеться или ему просто больно, потому что был удар некий, да. Ну и все-таки это, может быть, просто было для него неожиданным. Да, тут как-то неожиданность есть все-таки. Ну и третья причина его молчания. Ну, это банальный эгоизм. И вот тут нужно понимать, чей это эгоизм. Как вы считаете, это он эгоист или это ваш эгоизм? И от чистоты вашего анализа этого эгоизма зависит и многое, зависит в будущем ваших отношений. Учитывая то, что мы смотрим непосредственно на него, то это, скорее всего, его сделки, да, его гештальты. Это, скорее всего, его обида. И это, скорее всего, его эгоизм. Но сегодня же мы смотрим также и теневые аспекты. Поэтому где-то в этих аспектах присутствует и ваша тень. Хорошо. Что скрывается за его сделками, за его обязательствами? За его сделками и обязательствами скрывается что-то, что явно не нужно в ваших отношениях. Это что-то явно нечистое. И от этого лучше избавиться. И он и пытается избавиться от того, что его обязывает. Но, возможно, пока что не может. Теневая сторона ссоры вашей. Ну, смотрите, опять иллюзия выпадает. И теневая сторона ваших ссор, скорее всего, идет из-за иллюзии, из-за родовых программ. Да, вот это вот аспект срабатывает. То есть это, знаете, как штамп, как дефект в матрице судьбы. Поэтому теневая сторона ваших ссор, она скрывается в мире снов и иллюзий, в мире вашей внутренней магии и в мире магии ваших родственников и вашего рода. Ну, тут более детально нужно смотреть на индивидуальных просмотров. Это очень такая, знаете, тонкая грань, да, где то, что есть в реальности, и то, что вам кажется, и то, что вам снится, требует более детального разбора. Часто это может быть личные консультации или глубинные консультации психологического характера. Хорошо, давайте заглянем в одно из самых интересных окон — теневые аспекты его эгоизма. Теневые аспекты его эгоизма. Вы знаете, теневыми аспектами его эгоизма является то, что он не готов пока чем-то жертвовать. Он не готов себя отдавать. Алтарь – это место, где мы с вами что делаем? Обмениваемся энергиями. А эгоизм – это совокупность энергий в конечном итоге, направленные на себя. Поэтому теневая сторона его эгоизма – это неготовность жертвовать собой ради этой дружбы изначально. Да? То есть, почему так? Потому что ваш партнер пока что просто не готов. Возможно. Окей. Давайте посмотрим, вот, что действительно скрывает, на самом деле скрывает ваш партнер. Что действительно скрывает ваш партнер на самом деле. Это то, что не иллюзорно, то, что можно потрогать, посмотреть, пощупать, да, подержать в руках. Это материальные аспекты, которые он скрывает. Ну, действительные, да, которые не относятся к какой-то иллюзии, к гештальтам, к родовым программам. Да, то есть реальные его скрытые моменты. Скорее всего, ваш партнер гадает на вас и обращается либо к гадалке, ну и если вы гадаете, то мы уже говорили об этом, да. Может ли быть такое, что вашему партнеру
нагадали разлуку. Да, может быть. Это может быть карта, которая касается не только вас. Да, помните, я говорил, что как будто бы было такое ощущение, но оно же могло быть и у него. То есть ему, скорее всего, нагадали это, да, разлуку. Но опять-таки, смотрите, если это не часть вашей родовой программы, как вашей, так и его, у него тоже может быть такой же негатив. Дальше. Что еще он скрывает? Он скрывает от вас что-то хорошее, но вы об этом, скорее всего, догадываетесь. Да? Может быть, даже то, что он скрывает, это вам и снится. И это реально. Ну и третья часть того, что он скрывает, третий важный аспект, он может скрывать семью, секреты семейные, свою бывшую жену или мужа и своих детей. То есть это что-то семейное, относится к семье. Но это может ли это быть действительно родовая программа? Да, но мы смотрим что-то материальное, да, поэтому это, скорее всего, кто-то из членов семьи, брат, сестра, мама, папа, дети и так далее, да, бабушка, дедушка. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что он думает о вас, что чувствует и на что он рассчитывает, его мысли, его чувства и его планы, так сказать, да, вот так. Но все это в тени его мысли, чувства и планы. Вы знаете, он чувствует себя частью вас, а вас частью себя. Поэтому даже это не чувство, он думает о том, что вы едины. И женщина здесь может думать о мужчине, что он как ребенок для него. А мужчина думать о женщине, что она для него как мать. Да? То есть он думает о близости, да? О такой вот о единении, об единстве. Ну и она тоже так же. Чувства. Да, теперь чувства давайте посмотрим. Ну, в чувствах пока что есть божественная ярость, а ярость это все-таки очень большая энергия, то есть он чувствует, что это потрясение для него пока, и это как агрессия, так и неспособность справиться с этой агрессией. Поэтому ваш партнер в чувствах на вас очень злится, ярится, да, и управлять он этой энергией пока не может. Ярь – это трудноуправляемая энергия, да, ярость. Ну и планы. Я бы сказал сейчас, с одной стороны, это близость, а с другой стороны, это отрезание, да, отжигание. Поэтому это какое-то пограничное состояние переживает ваш партнер. Ну и его планы – это священный огонь. Все, что он хочет сейчас, это просто перегореть и избавиться, очиститься, освободиться от того, что действительно ему сейчас не нужно. Поэтому, как бы напрашивается такой совет от оракула, да? Напрашивается совет, который говорит о том, что не трогай партнера сейчас. Он сейчас горит, как солнце, да, как дикий огонь, кипит, горит. И если ты сейчас к нему приблизишься, ты рискуешь сгореть, как на солнце, понимаешь? Поэтому действительно удар по вам произошел очень сильный. Здесь очень много огня. Смотрите, огненная карта номер 1, 2, 3, 4. И трансформация огнем подобна отжигу в ваших отношениях, где каждый из вас происходит некое очищение от чего-то не очень хорошего. То есть это трансформативный момент глубокой огненной трансформации в ваших отношениях. Давайте посмотрим его планы на выход из тишины, да, появится ли он, да, когда его ждать и что тогда? Появится ли он, когда его ждать и что дальше, что будет дальше?
Появится ли он? Лотос, скорее всего, да, и он появится совсем другим человеком, очищенным, да, то есть вы его, может быть, и не узнаете, когда он появится. Когда он появится? Когда найдет выход из тупика и когда ему откроется дорога к вам. То есть он должен понять, то есть у него в голове должен быть этот процесс, и на энергетическом уровне у него должна появиться эта энергия, то есть открытие дорог должно произойти для него. И что тогда? Что будет дальше? Ну и, скорее всего, он вернется, да, вернется, но его возвращение для вас не пройдет безболезненным как для вас, так и для него. Совет лично вам от вашей тени. И этот совет вы сначала, возможно, не примете, но через некоторое время этот совет вас догонит, еще раз вернется к вам, и вы его осознаете. Итак, внимание. Совет, который вы сейчас не примете и, скорее всего, оттолкнете. А если не оттолкнете, то напишите в комментарии, что этот совет вам сразу зашел. И вам совет. Проснись. Открой глаза. Выйди из иллюзии. И найди то материальное, что об'єднає тебя з ним і з реальністю. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Почуємось. До зустрічі.